Я думаю, сегодня трудно найти человека, который ничего не слышал бы о планах мировой глобальной элиты. Ну, в первую очередь, это сокращение населения Земли. Кроме того, всех людей, все наше общество, они хотят переформатировать по нужным им лекалам. И легче всего это сделать, конечно же, с новыми людьми. Это мы мыслим категориями нашей человеческой жизни, да, которая вмещает в себя 70, 80, ну там от силы 90 лет. А мировая элита, вот, скажем проще, служители сатаны, сам сатана, у него время в других масштабах измеряется, и у них там планы на века и даже на тысячелетия. И вот сейчас они приступили к исполнению последних своих планов. Это переформатирование всего общества по нужному образцу. И, естественно, легче всего это сделать с новыми людьми. Человек, сформировавшийся, взрослый, зрелый, а тем более человек пожилой, его очень трудно изменить. Изменить не только мировоззрение, но даже там какие-то бытовые привычки. Они очень трудно поддаются изменению какому-либо. И они нашли способ, как это претворить в жизнь. Ведь маленьких детей их воспитывают родители и педагоги в детском саду, в школе. Их воспитывают с помощью книг, с помощью фильмов. Ну, понятно, средства массовой информации, они уже давно в руках сатанистов, и тут они работают по полной. Но как же изменить действия родителей, педагогов? А это делается с помощью психологов. То есть нужно всего лишь несколько психологов, что-то вроде апостолов, которые напишут специальные книги. Эти книги в качестве учебников внедрят во все педагогические учебные учреждения, да, и таким образом размножат психологов, которые будут нести эти идеи в массы. И в связи с этим я однажды написала статью «Психологический портрет современного психолога». И там я написала, что современная психология — это не наука, это религия. Ну, или можно сказать, что это идеология. И вот очень похожую фразу я потом услышала однажды в выступлении профессора Валентина Катасонова, где он сказал, что экономика — это не наука, а это религия. То есть прямо вот буквально то же самое сказал. И я сейчас понимаю, что наше сознание, вот нас вообще всех людей, его изменяют во всех сферах нашей жизни. То есть тех молодых людей, которые идут учиться на экономистов, их не обучают экономике, им внедряют определенные жизненные установки, да, постулаты какие-то. То же самое те, кто идут учиться на психологов, им внедряют, то есть тоже определенные вещи, которые они должны в свою очередь нести в массы. Наверное, многие из вас слышали про окно Овертона. Да? Что это означает? Что это вообще за такая концепция, которая называется окно Овертона? И если вы не слышали, то обязательно поищите об этом информацию, ознакомьтесь с ней. Ну, это, в общем, переформатирование нашего сознания в нужном направлении, в нужном заказчику направлении. И поизучав эту тему несколько лет, я обнаружила, что наше сознание, наше отношение к каким-то явлениям меняют в очень многих, если не сказать во всех сферах нашей жизни, начиная вообще с младенческого возраста, начиная с приучения к горшку. Родители убеждают, что не нужно младенцев приучать к горшку. Пусть они ходят в памперсах столько времени, сколько они захотят, пока они сами не запросятся на горшок. А сами они не просятся на горшок. И именно поэтому на Западе, в Америке уже выросло такое поколение людей, где многие из них, даже взрослые, ходят в памперсах. И подростки, и школьники, и даже взрослые люди. Мои слова, наверное, кому-то покажутся дикостью, наверное, многим из вас покажутся дикостью, но я здесь под этим видео приведу ссылки на западные ресурсы, и сами сможете в этом убедиться. В воспитании сейчас такие новые идеи, что у детей нужно не воспитывать, а растить, что они очень мудрые от рождения, они сами все знают, они еще и родители могут всему научить. Не нужно их не только наказывать, не нужно их даже поощрять, то есть вообще не нужно понятия добра и зла им какие-то внушать. Да? Должен ребенок сам во всем разобраться, дескать, у него какое-то там инстинктивное есть стремление, и он сам во всем разберется без помощи родителей, без помощи воспитателей. В образовании это идея о том, что ребенка не нужно также ни к чему принуждать. Может быть, ему нравится, не знаю, там, на компьютере играть целыми днями, и это его интересы, это его увлечение, а вы тут лезете со своими задачками по математике, да? А это, в общем, может быть, это не его, и вообще эти задачки ему никогда в жизни не пригодятся, может быть, он будет художником.
Иными словами, все сводится к тому, чтобы детей родители не воспитывали, учителя их не учили, то есть превращают общество в стадо животных, в скотину, которая понимает только силу, только кнут. Это общество, где человек эгоист, и он не способен свою волю подчинить чужой воле. То есть невозможно вообще никакая иерархия, а значит и никакая организация. Для этого нужно всего лишь с помощью психологов внедрить в сознание родителей, педагогов и вообще всех, кто занимается воспитанием детей, о том, что детей нужно баловать, им нужно все разрешать, они должны расти вообще не зная слова «нельзя», они должны считать себя пупом земли. Но, естественно, родители это не примут на вооружение. Да? Ни один нормальный родитель, он не хочет своего ребенка выращивать сволочью, да, который будет полным эгоистом, потому что такой человек будет просто несчастен в жизни. Это понятно любому родителю. И, естественно, все это нужно обернуть в красивую обертку. То есть рассказать, что вот какие-то там новые открытия ученых выяснили, что если ребенка воспитывать так, как воспитывали его традиционно, да, наказывая там за плохие поступки, поощряя за хорошие, то он будет несчастным, он вырастет шизофреником. Он потом всю жизнь будет ходить к психиатру, у него будут какие-то там обиды, которые он не может простить своим родителям, да, останутся на всю жизнь. Он будет психически больным. И вот действительно им это удается. И удается им это настолько хорошо, что родители даже, вот что меня удивляет, они все это берут на веру. И им даже не приходит в голову, а как же до сих пор воспитывали поколение людей, которые вырастали нормальными, не шизофрениками. Ну да, может быть, были какие-то там детские обиды, но в целом это были нормальные психически здоровые люди. И насколько у нас изменилось общество сейчас, в последние десятилетия, когда у нас сплошь самоубийцы, наркоманы, алкоголики, в общем, там разводы постоянные, в общем, страшные вещи творятся, да, именно в последние десятилетия, когда пошла вот эта вот кампания по защите, якобы, да, защите прав ребенка. И вот именно об этом я прошу задуматься всех родителей. Вот что такое организация? Организация — это подчинение, так же как организм, да, это все органы, они подчиняются какому-то главному органу, мозгу в основном, да, из мозга исходят команды ко всем органам. Организация какая-то то же самое, да, организм, организация то же самое. Есть мозг, голова, штаб, от нее исходят команды к топ-менеджерам, да, дальше к менеджерам среднего звена и там дальше, нисходящий. То есть любая организация, она требует подчинения. Да? Если, так же как в армии, например, вот самый хороший пример — это армия. Там беспрекословное подчинение должно быть, там вообще не рассуждать. Да? То есть сказал начальник, все точно должен исполниться приказ, совершенно точно должен быть исполнен. И, то есть каждый солдат — это винтик огромной машины. То есть это огромная машина, у которой огромные возможности. Ведь понятно, что один человек, да, один в поле не воин. А вот организация, когда они организовываются в мощную армию, да, которая управляется из одного центра, из одного мозга, такая армия, она может сокрушить государство. И поэтому вот этим людям, будем называть их сатанисты, они боятся именно организации, которая может их свергнуть. И именно поэтому они выращивают новое поколение такими, которые не способны организоваться. То есть где каждый тянет одеяло на себя, где каждый хочет только своего, исполнять только свою волю и не способен к подчинению. И если сравнить это с ангельским миром, да, в православии, там ведь тоже есть иерархия. Там у ангелов, у них там чины, разные чины, несколько, 9, что ли, степеней. Я так сейчас уже плохо помню. И если вспомнить пример из нашей истории, когда у нас, например, прервалась династия Рюриков, да, и было засилие польских интервентов, ведь наш народ, он сделал, вот по нашим меркам, он сделал просто невероятное. Он самоорганизовался. То есть люди сами организовались в единую армию, да, и прогнали поляков. И вот я думаю, что в настоящее время наши люди, наш народ, они находятся в таком состоянии, что они не способны были такое сделать. И наша действительность, она показывает, что мы действительно не способны. То есть с нами сейчас делают, что хотят, а мы беспомощно за этим наблюдаем. Я могу объяснить, почему так легко проходят все вот эти разрушительные, диверсионные
программы от психологов, да, по невоспитанию детей. Я могу это понять после того, как я сама стала родителем. Вообще-то я очень люблю детей, и там чуть ли не с детства, там лет с 14 точно, я помню, я прям мечтала поскорее вырасти, чтобы у меня были свои детки. Но когда у меня родился ребенок первый, я была в шоке просто, насколько он очарователен, да, он гораздо лучше всего того, что я себе представляла вообще когда-либо. Все, как он смотрит, как он говорит, как он двигается, но это что-то непередаваемое. Тем более, если это речь идет о твоем ребенке, о твоем родном ребенке, да, чужие дети, они тоже миленькие, они очень миленькие, хорошенькие, приятно на них посмотреть, с ними поиграть, но твой ребенок это вообще это что-то неземное, да, это ангелочек. И поэтому я понимаю, как вот эти вот все сатанисты и наученные ими психологи, как они играют на чувствах родителей. Родитель находится в полном восхищении от своего ребенка, и тут ему еще со всех сторон начинают говорить, что вот это ангел, ты главное не навреди ему, он и так, он замечательный, он и так очень добрый, очень умный, он и так все понимает, а ты своими воспитательными мерами, наказаниями, ты только повредишь ему, испортишь его психику. И вот пока ребеночек маленький, они все это принимают на веру. У них прям это все ложится вот прям на очень подходящую почву. Недавно в интернете мне встретилась одна забавная фраза по поводу детей. Там было сказано, что когда у родителей один или двое детей, они могут справиться с ним один на один. Но когда детей трое и больше, родителям приходится занимать круговую оборону. Да? Забавно, но я думаю, что многодетные меня поймут. А особенно меня поймут те многодетные, которые так же, как и я в свое время, пытались воспитывать детей по новым методикам психологов. Они очень скоро понимают, что маленькие дети, они по своему развитию гораздо ближе к животным. И вот я представляю, как сейчас, наверное, завопят сразу либералы, да, все вот эти вот либералы детского воспитания, которые там, что вот, они там уже с рождения все знают, они там мудрые такие, они еще и вас научат. Вот. Нет, они по своим повадкам близки к животным. И это маленькие животные, которые живут по инстинктам. И когда ты оказываешься в окружении таких вот существ, которые живут по своим правилам и не хотят тебя вообще не слушать, ни во что тебя не ставят, а выдумывают свои собственные законы, не зная законов этого мира, регулярно, получается, таким образом подвергаясь опасности. Вот. И когда ты оказываешься в таком окружении, ты очень быстро начинаешь понимать, что в этой системе, в новой системе воспитания что-то не то. И, кстати, старшее поколение, которое помнит традиционное воспитание, оно для сатанистов является препятствием. Сатанисты к ним относятся, естественно, очень плохо. Они видят в них своих врагов. И они специально во всех молодых родителях насаждают чувство такого протеста против пожилых людей, против свекрови, против тещи, которые могут давать какие-то советы по воспитанию детей. Даже просто бабушки на улице, которые могли бы указать родителю на то, что он что-то делает совершенно неправильно. Против них сатанисты тоже устроили настоящую войну. Они настраивают все молодые поколения против, как их называют, доброжелатели, да, советчики непрошенные. Вот, то есть вот что они к вам лезут, никто их не просил, вы сами лучше знаете. Вот, то есть над этим они тоже работают, чтобы старшее поколение не смогло передать своего опыта младшему поколению. Про психологов я не буду долго распространяться, поскольку я об этом уже очень много написала на моем сайте двекумушки.ру, ссылка в описании. Я уже все об этом уже рассказала. Вы можете почитать статьи. Там есть сбоку есть метки с именами разных психологов, где я разбираю их творчество. Можете прямо набирать, даже можете в поиске набирать Гиппенрейтер, Петрановская, Бурмистрова, Курпатов. И пусть не психолог, но тоже такой из этой же братьи, доктор Комаровский. То есть довольно много современных деятелей, которые влияют на умы воспитателей, педагогов, я разбирала. Вот, так что можете со всем этим ознакомиться. Если вы находите этот выпуск полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Порекомендуйте эти записи своим друзьям и знакомым. Свои вопросы пишите в комментариях.